Всем привет! Если вы ждали новый влог, то уж извините, но это не он. Так вышло, что меня ограбили, и эту историю я уже рассказывала в Инстаграме, но теперь хочу рассказать для Ютуба более подробно. Самое интересное, что подобную ситуацию я множество раз прокручивала у себя в голове в течение всего путешествия, и когда это случилось, то все было практически в точности так, как я себе представляла. Перейдем к самой истории. Я приехала в город Морелия, где, как и всегда, остановилась по каучсерфингу и планировала провести 3 ночи. В последний вечер мой хост Хосуэ рассказал мне, что по пути в тот город, куда я собираюсь дальше, есть вулкан, который называется Парикутин. Я безумно люблю вулканы, и поэтому мы решили, что вместе на следующее утро отправимся туда, после чего мой хост вернется домой, а я поеду в следующий город. Так и случилось. Я собрала все свои вещи, закинула их в пикап. Также мы взяли с собой соседского мальчика 12 лет, за которым приглядывает Хосуэ, потому что у того умерла мама. Мы закупились пивом в магазине и отправились в путь. Когда до места назначения оставалось около 30 километров, наши карты стали показывать разные маршруты, и мы решили следовать карте Хосуэ. Сначала дорога была нормальная, асфальтированная, но через несколько километров нужно было свернуть в лес. Далее, проезжая мимо какого-то поселения, мы увидели на обочине странных людей с автоматами, и тут нам стало не по себе. Но спустя еще несколько минут мы наткнулись на пункт оплаты въезда на территорию вулкана, решили, что место туристическое и проблем не должно быть. Мы припарковали пикап рядом с другими машинами и городскими автобусами и стали пешком подниматься на вершину вулкана. На спуске мы немного разделились, и я спустилась первая. В этот момент оттуда уезжали все автобусы, и туристов оставалось не очень много. Когда Хосуэ и Хуанита вернулись, мы стали двигаться в сторону города, и только мы заехали в лес, как навстречу нам 3 черных джипа с полицейскими мигалками. Дорога была узкая, мы шли на подъем и, соответственно, имели преимущество в движении. Но те ребята на джипах, судя по всему, так не считали, поэтому нам пришлось остановиться. Тут из машин стали выходить парни с автоматами, явно не полицейские, и они спросили нас, откуда мы. Хосуэ ответил, что из Морелии, и тогда они попросили выйти нас из машины, но я сделала вид, что не понимаю. Хосуэ вышел с телефоном и бумажником в руках, но у него их тут же забрали, после чего один парень заглянул в пикап и сказал мне что-то на испанском. Мой хост, видя, что я ничего не понимаю, перевел на английский, и я поняла, что нужно выйти из машины. Когда мы все оказались на улице, в моей голове была лишь одна мысль: ну все, сейчас нас всех расстреляют. Эти парни обыскали Хосуэ и Хуаниту, но ко мне и пальцем не притронулись. Видимо, потому что я была одета в шорты и футболку без карманов, и было очевидно, что я ничего не прячу. Далее один из них сказал, что хочет досмотреть пикап, и Хосуэ ответил, что без проблем. Тогда несколько парней запрыгнули внутрь, захлопнули за собой двери и попытались завестись. В этот момент я спросила, а что они делают, и мой хост ответил, что не знает. Дважды пикап заглох, и я уже искренне желала, чтобы эти ребята просто уехали. Спустя несколько секунд мы остались одни стоять посреди леса в полном шоке в 20 километрах от ближайшего города. И тут я поняла, что все, абсолютно все мои вещи были внутри пикапа. Телефон, ноутбук, одежда и, самое главное, документы. Мы стали двигаться пешком в сторону города, и вдруг нам навстречу один из тех черных джипов. Я уж испугалась, что они вернулись, чтобы все-таки что-то с нами сделать, но, к счастью, они просто проехали мимо. Далее со стороны вулкана ехал белый пикап, а внутри была большая семья. Я, не думая, затормозила их, Хосуэ объяснил ситуацию, и они помогли выбраться нам из леса, отдали свои куртки, потому что уже было прохладно, и дали денег на билеты до Морелии. Добравшись до дома, мы отследили наши айфоны по геолокации и поняли, что бандиты обитают в ближайшей от вулкана деревушке, поскольку телефон Хосуэ лежал в каком-то доме, а мой весь вечер катался в том районе. Мы тут же позвонили в полицию, объяснили всю ситуацию, дали координаты, но, естественно, никто не среагировал. Проблема в том, что в Мексике полицейские часто работают вместе с бандитами, и в такой ситуации добиться справедливости практически невозможно. Также Хосуэ пытался решить проблему с помощью своих знакомых, которые работают в правительстве, но и они оказались бессильны. Такая вот история. Многие решили, что после случившегося я вернусь в Россию и покончу с путешествиями, но, конечно же, это не так. Я всегда знала, что может произойти подобная ситуация, и была к этому готова. Поэтому просто будем считать, что это не самая удачная глава моего путешествия. Кстати, хочу еще раз сказать огромнейшее спасибо всем, кто не остался равнодушным и помог мне, когда я об этом попросила. Если остались вопросы по этой истории, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!